Так, привет, народ. Сегодня я разбираю такой вопрос, как CV-точки в Unreal. Вопрос от Alex3dart. Кто сталкивался, как фиксить большое количество CV-поинтов, но не потерять форму? В Unreal, начиная с версии 5.3, по-моему, добавили ограничение на 255 поинтов. То есть, кто помнит, я даже писал у себя в дневнике Charlie Tuts. Тут, кто знает, ссылка будет тоже в описании, там куча вопросов разбираю, они тут все, да, периодически задаю эпик. И был момент, я показывал его, в канале я не показывал, по-моему, в Телеграме показывал, когда, то есть, смотрите, у меня есть дреды, прекрасно выглядящие, да, то есть, я их еще не закончил, но они у меня есть вот такие вот дредики. И есть момент, который, сейчас, минуту, есть момент, который как раз вот, я их загружаю в Unreal, я показывал в этом ролике, 5.2, если их загрузить, никаких ошибок нет, и типа, сейчас, минуту, как бы нет никаких ошибок, когда загружаются волосы. Таким образом, мы просто видим, что все в порядке, да, все точки загрузились, все загрузилось, все показываю здесь прям, это Unreal 5.2, 1255, там я показывал, по-моему, все окей. Когда мы загружаем в 5.3, сейчас покажу, возникает такое сообщение, я его еще вам в 5.5 буду показывать, которое предупреждает, что у нас максимум 255 точек. То есть то, что больше будет обрезаться. И смотрим на результат, что как раз мы увидели, что произошло. Длина 66 на 3, то есть меньше стало 66, точнее, 0,36. И при этом дреды обрезались. И как раз вопрос состоит в том, как с этим бороться. Мне как раз ответили тогда, что в моем случае и в любом таком случае нужно смириться с тем, что больше 256 точек нельзя сделать. И как бы они говорят, что начиная с версии 5.3 мы начали строго ограничивать количество CV-точек до 256, то есть меньше 256. А до версии 5.3 это было только предупреждением, то есть просто выскакивало предупреждение, никаких проблем не было. Но теперь точки обрезаются при импорте, и поскольку это вызывает другие проблемы в дальнейшем процессе. Единственный вариант в нашем случае сократить количество CV в груминге, к сожалению. То есть у Unreal такое вот ограничение. И вопрос как раз состоит в том, как сокращать, да, и как бороться с этим. Сейчас вот я хочу проверить еще раз, показать вам мои дреды, которые на данный момент есть. Вот такие вот. Экспортируем, как обычно, файл Export Selection, Arnatrix Alembic, то есть настройки все те же самые. И проверяем в Unreal, как это будет выглядеть сейчас. Решили ли они что-нибудь или нет, потому что я тогда пробовал в 5.3. Так, я запустил Unreal, смотрите. И если делать реимпорт, возникает такая же ошибка, мы ее видим, да, то есть вот она. Origin at least one group contains more control points per group that the old limit max 255. Control points beyond that limit will be limit. То есть все нормально, но они предупреждают, что будет обрезаться. Давайте проверим. То есть осталось то же самое предупреждение, делаем тот же импорт, вот все загрузилось, выбираем модельку, у меня тут это hair, я перетягиваю их сюда, и мы видим снова, сейчас я себя вот так вот уберу, мы снова видим тот же эффект. То есть волосы обрезаются, и они неполноценные, да. Ну, тут единственное, нужно поставить hair width 0,09, чтобы нормальный был, да, эффект толщины волосков. Мы видим, что они классно сохраняются, классно переносятся, но при этом есть обрезание, и длина не максимальная, там 153, по-моему, да, было. Что с этим делать? Уменьшать точки? Единственный вариант. Или у меня сейчас есть предположение, что можно, если по одному дреду кидать, там будет попробовать просто. Там, короче, условия, я помню, писали они еще раньше. Сейчас было условие. Вот у меня есть статья Limits for Creating Full in Unreal 5. И там как раз написали, что 255 контрольных точек на кривую, 16 миллионов контрольных точек для группы. То есть, если подобрать это значение, 4 миллиона кривых на один объект. То есть, если по одному дреду попробовать кинуть, возможно, точки не будут так сильно ограничиться. Хотя здесь написано Control Point per Curve. Окей. Получается, если даже просто один дред, зайдем в Maya, если даже будет один дред, все равно не спасет количество. То есть, как можете заметить, у меня в Detail 1000 точек. И этот Detail также влияет на структуру, сейчас покажу, вот этого момента. То есть, если я выключу его, сейчас увидите, что будет происходить. Ну вот, это примерно, сколько там, я не знаю. Не, раньше влияло, сейчас не влияет, по-моему. В общем, давайте попробуем поставить 255. С помощью Detail это можно делать. 255 точек. Сейчас он включится, прогрузится. Так, ставим 255. Как это будет выглядеть, хотя бы увидеть. То есть контроль точек в Arnatrix делается с помощью данного параметра. Вот. Ну это если на рендере вы хотите рендерить в V-Ray там или... То есть вот так вот. То есть дреды уже, чтобы получить, уже непонятно даже, как их получать в Unreal с этими ограничениями. Приходится, наверное, будет делать просто как раньше в играх делали, когда большой тюб с текстурой. То есть мы делаем какие-то такие вот волосы или просто трубы, к которым прикрепляем еще волоски кудрявые. Можно, конечно, попробовать проверить мою теорию, сделать один дред, то есть я его сейчас выберу прям,
У меня тут группа гидов, можно, конечно, по группам. Сейчас, минутку, проверю. Можно, конечно, сейчас, минутку. У меня есть такие гиды. Чтобы упростить задачу, просто я проверю, группу я назначал или нет. Нет. Значит, просто вот этот дред я хочу оставить, допустим. Я его выберу. Просто хочу проверить одну теорию. И я не буду удалять здесь. То есть я создам edit guide, с которым удалю. Остальные, на этот дред я назначу группу, допустим, 23. Ну, любую группу можно назначить, чтобы цвет поменялся. Потом в самом edit guide, который выше, вот, я создам еще один edit guide. Обязательно в интерполяции поставлю тренд, чтобы не было там нарушений. Ну, это объяснял я еще давно. И здесь выберу... ну сейчас будет так. И здесь trend group, есть trend group. Display trend group. Select by group. И выбираю 23. Нажимаю Select. Затем Ctrl-Shift-I. Инвертировать выделение. И удаляю все остальные. Вот. Получается, остается один дред. Ну, так, сейчас он чуть подумает. Посмотрим, просто я хочу одну теорию проверить. И в Detail я поставлю 1000 точек, как мне нужно. Также и на рендер. Ну, там просто галка стоит, можно ее снимать, но мне удобнее так вот просто сразу на рендере тоже контролировать. Если я захочу рендерить там в V-Ray или где-то в оффлайн рендерах. То есть делаю 1000 точек, получается нужный дред. При этом в клоузапе этих точек копить не хватает, еще нужно больше даже. Вот, 1000 точек. Также на рендер 1000 точек, если буду это рендерить. И теперь делаю экспорт, естественно. Просто хочу проверить теорию, можно ли на один дред. Там они говорили, что что-то исправят где-то. Что можно разными группами, типа, только так решать. То есть на части делить. И, по-моему, в Arnatrix хотят это делать, чтобы учитывалось эти все требования Unreal и как-то делились. Но это все пока сложно, поэтому не быстро реализуемо. Ну, в общем, вот у меня один дред, 1000 точек. Даже посмотрим, сколько тут волосков. 1283 стрэнда. Окей. Экспортируем это дело только с... Да, вот. Теперь файл, export selection. Экспортируем. Вот. У нас один дред. Сейчас в Unreal тоже апдейт запросит. Импорт. Нет, все равно она говорит, что будет тримиться. Поэтому да, на одну кривую максимум 255 точек. Импорт. И вот оно снова ее обрезало. Хотя выглядит круто. Ну, то есть... давайте сделаем... Смотрите, если мы делаем 255, оно уже выглядит будет не так классно, как дред. Ну, сделаем. Просто посмотрим, как выглядит в Unreal. Для начала. У меня есть одна идея. Можно использовать новую функцию бранчинга. Ну, сейчас как раз хочу проверить. Вот, у нас есть такой дред. Да, типа с... Ну, такой вот он. То есть кудрявости этих нет, конечно. Но мы посмотрим, как он выглядит в Unreal. Это первое, что я предлагаю сделать. Получить такой дред. Ну, то есть все дреды, да. То есть вот все хорошо, ничего не обрезается, оно говорит, все нормально, да. То есть будет вот такой вот дред полноценный. Его можно не так скручивать, в принципе. То есть даже можно просто твист меньше сделать. Смотрите. То есть он нормально выглядит. Можно потом кудрявости добавить другим способом. Смотрите. Я вот как раз буду сейчас предлагать решение. Если я выключу фриз и curl, будет вот такой вот волосок, да. Для которого, кстати, detail не обязательно, чтобы было там 255. Можно поставить 30 тех же точек. Хотя 30, наверное, мало. Ну, 70. Да. Будем сейчас решать этим способом. Вот, 70 точек. То есть у нас будет такой пучок волос, да. Причем с корнем нормально все. Давайте посмотрим, как это выглядит при 70 точках, чтобы двигаться дальше. Так, есть вот такое вот основание. То есть делаем то же самое, что получается в стандартных, да, там играх есть такой, делают цилиндр, цилиндрическое, на него запекают текстуру. То есть у нас основание есть, 70 точек, да. Теперь нужно получить такой же дред, на который мы пустим волоски и сделаем кудрявости. То есть что мы делаем? Мы можем сделать бранчинг, новая версия Arnatrix. То есть, смотрите, я сейчас, вот здесь вот есть гиды. Я делаю create branch. Таким образом, я получил еще один объект, который зависим от этого объекта. То есть, если я буду расчесывать этот дред, за ним будет повторение идти и другое. Что мы делаем? Благодаря вот этому, сейчас у нас будет один дред, да? Я вот этот скрою, пока трансформ.
У нас есть вот этот thread в бранчинге. Если сюда назначить mesh from strands, мы получим вот такие вот гиды. При этом они будут прикрепляться и иметь 8 сторон. Вот. Эти гиды можно расчесывать. Я проверяю свою теорию. Да, мы можем их расчесывать. Так, эффект selected only. То есть вот я его расчесываю, и он зависим. Потому что если показать этот thread, да, вот он идеально его повторяет. То, что я и хотел. То есть в данном случае я все-таки здесь... Ну, сейчас мне нечего терять. Я не хочу получать эти гиды. Поэтому я оставлю один гид, остальные удалю. Вот. Здесь смотрите, если я расчесываю этот гид, мы зайдем сюда. Если мы его будем расчесывать, правильно? Ну, чтобы не так тормозило, нужно скрыть пока временно вот эту штуку. Если мы будем его расчесывать, то он будет повторять форму. Только единственное, нужно в Tool Settings поставить не Optimized, а Local, то есть по точкам, да. Вот, допустим, я его расчесал, я хочу такую форму. Вот он повторяет ее, смотрите. То есть, если сейчас экспортирую это, оно будет в Unreal также. Наша задача вскрыть это и по вот этой структуре получить волоски. То есть, сюда на Mesh from Strands назначить Matrix Add Hair for Ball. Вот, потом мы делаем Guide from Mesh меньше. Вот таким вот образом. И единственное, потом за симуляцию. Это подходит для статичного скорее кадра. Потому что, скорее всего, симуляцию вам нужно будет делать вот этого Mesh from Strand. Но симуляцию я сейчас не думаю. Сейчас задача сделать статичный кадр с этими дредами, то есть для рендера там какой-то иллюстрации. Поэтому вот такое решение. Для симуляции не знаю, подойдет или нет. Ну, скорее всего, да, потому что вы тогда сможете просто симулировать сам Mesh from Strands. Они будут волоски, потом кэш экспортировать в Unreal и так далее. Вот, мы делаем просто такие волоски. Их мы расчесываем добавляем, то есть Surface Comp, да, и меняем их направление вот так вот, по дреду. Это предположение, как бы, то, что вот. Только вот так вот. Получается такой вот hair. Теперь добавляем freeze. Matrix freeze. Balance dependent. Точек, конечно, там нужно больше добавить. Допустим, те же 70. Ну, это если у вас ограничений там нет каких-то. С ограничениями, конечно, ну, это есть оптимизацию какую-то там делать, не знаю. Я не заморачиваюсь сейчас. Вот. Мы делаем freeze. Не сильно большой. Причем рандомный, да, какой-то там. Ну, допустим. Это первое, что приходит в голову. Только единственное, Surface Comp нужно будет поджать. Вот. Количество волос. Посмотрим, поможет ли. Единственное, тут еще нужно будет делать push away, скорее всего. Чтобы он вылез. И тут 0.03. Так вот. Вот. Теперь вот это вот дело мы экспортируем. Просто посмотрим, что получается. Достаточно ли волос. И change width тут надо поставить full. Для Unreal я так рекомендую делать. А сами настройки делать в самом Unreal. File export, selection. Делаем здесь Unreal export, export selection. Называем main red log addition. Ну, это я назову. Так, в самом Unreal мы импортируем теми же настройками. И теперь смотрите. Добавим еще один объект groom. Или можно сделать мерч, как меня часто клиенты просили. Ну, давайте сначала проверим, потом будем мерджем заниматься. Я добавлю еще один groom. Вот, назову его addition, add dread. Подождите. Вот, add. Не то, перетянул. Так, ну, смотрите уже. Единственное, еще тут dread надо обновленный экспортировать. Вот, 0. Толще его сделаем. И смотрите, что мы делаем. И этот dread, который обновленный, нам тоже он нужен. Так, мы его экспортируем тоже. Файл.
Export Selection. Чтобы обновить. В итоге мы получаем то, что нужно. Оптимизированный дред. Только волосков нужно больше. И, по сути, это похоже на дред. Ну единственное, здесь еще расширить нужно будет, скорее всего. То есть это, вы поняли принцип работы, да? То есть тот же самый дредлок, без ограничений. При этом количество волос просто еще нужно подобрать. Так. Пускай это будет 30 тысяч, допустим. Посмотрим. Я на глаз сейчас подбираю. Ну это вот эксперименты уже за вами. Мое дело показать решение. Скорее всего, так я буду для Unreal делать. Именно этот проект. Так, ну уже интереснее. Смотрите, количество волос увеличилось. Уже более реалистично. Единственное, что структура, наверное, вот этого самого волоска. Тоже ему фриз добавлять. При 70 точках. То есть посмотреть, смотрите, что мы делаем. Давайте скроем. Я не буду скрывать. Я скопирую отсюда. Копию, чтобы видеть, как это здесь даже будет. На Mesh from Strength просто назначить прозрачный материал, чтобы его видеть сквозь, да. Так, ладно, я пока скрою этот момент. В трансформе мы добавим curl и фриз. Вот, и экспортирую так. Посмотрю, что получится. То есть я это делаю впервые, адаптируюсь тоже, как и вы, под требования Unreal. Вместе находим решение. Смотрим, что получается. Ну, с фризом он лучше смотрится. Единственное, возможно, эту структуру. Здесь фриза меньше делать, то есть в начале, да. Сейчас посмотрим. Ну, в моем варианте, да, то есть чтобы фриз в начале, чтобы его не было просто. Или вообще волосков не было, то есть их удалять оттуда. Просто все это автоматизировать, но... Я даже думаю, что делать. И, кстати, в ChangeWidth нужно Mesh from Strength нужно было просто скопировать. Почему? Так, сейчас посмотрю, что здесь. Да, здесь заужаю, поэтому... Мне нужно сделать paste below. И сделать вот такую штуку, чтобы так правильный был у меня Mesh from Strengths. Чтобы сами волоски заходили за структуру. При этом фриз будет, да. И вот. Я понял, что нужно сделать. То есть даже можно эти гиды хайдим. Care from guides выбираем hide. Какие-то волоски можно сделать там выскакивающие, да. Так, ну давайте я увеличу еще here. Пускай будет. Это один дред мы тестируем. То есть подбирать потом значение, но сейчас на данный момент просто тестирую. Так, и экспортируем это дело. Посмотрим, как выглядит. Но уже лучше. То есть ближе к тому, что хочется.
Тут видим, что структура все равно, то есть видно вот стык этот. Но уже как дред и никаких ограничений, то есть победили. То есть нужно со стыком еще бороться. Вот. Это, скорее всего, я буду все разбирать. И он блестит как дред. Когда буду свои дреды делать. И тут же на кончике оно все совпадает. С видим, да? Вот такое вот решение, как обходить количество точек. То есть пробуйте, показывайте свои варианты, там кидайте мне в Telegram ваши работы и так далее. Как вот это обходить? В идеале, здесь у меня сейчас не создано, да, там как-то поспешил я, кстати, удалить. Вот, нужно было стык проверять. То есть в идеале мне нужно... При этом я не удалял, если вы помните. То есть смотрите, что мне сейчас нужно сделать, чтобы это нормально смотрелось. Во-первых, Mesh from Strengths сделать пристыковку. Вот так вот. То есть вот Surface Normal, да, я забыл сделать. Во-вторых, проверить сам Dread. То есть взять там, где стыковка идет. Я гиды скрыл, делать InHide. Вот, да. И в самих гидах, ну, то есть меньше их захватывать, то есть меньше скрыть. Подбирать значения. Можно, конечно, заморочиться, сделать стыковочный центр такой же. В идеале, кстати. Сейчас я покажу все-таки. Сначала сделаю height. Ну вот. Что такое получается? Давайте экспортируем, посмотрим. Ну, я сейчас покажу решение получше. Это что делать в таком случае, если сделали так же? Вот, уже лучше. Уже реалистичнее. Не так теряется структура. Можно сделать по-другому. Я-то получал эти дреды тоже с Mesh from Strengths, просто я уже их начал дорабатывать. Поэтому что можно сделать? То есть в идеале вот есть дреды. То есть дред, который мы получаем, нужно делать по-другому. Правильнее. Ну, то есть со тем же стыком. Я уже их просто конвертировал, но я их тоже с Mesh from Strengths получал. Сейчас покажу. Так, я уберу, чтобы быстрее работало. Так, смотрите. Есть hair, да? Я пока скрою вот этот момент. В этом hair сам дредлок можно сделать. Ну, не так, конечно. Поняли, да, к чему я клоню? Вот. И то есть как-то вот так, да. Тогда волоски будут. И более естественно будет расход. То есть мы скрыли те волоски, да. Будет более естественный расход. При этом фриз. Точно тут фриз, тоже путаюсь. Да, при этом фриз нужно уменьшить просто. Вот здесь вот. Ну естественно, change width самого дредлока делать толще. Ну, это сильно я сделал. Сейчас подгоню. Так, ну, вроде то. Сейчас посмотрю. Да, ничего нигде не залазит. Так, экспортируем этот футбол, смотрим, что получается. Не совсем то, все-таки, да, лучше там скрывать их. Хотя странно, что тут нужно попробовать выбрать не rendered version, а просто viewport. То есть render version убрать. Скорее всего, Ornatrix экспортирует как есть, поэтому, ну, это скрывает. Ну, сейчас посмотрим. Это странно. Вот.
Ну, сильно толсто только я сделал. Там, короче, подогнать нужно структуру эту. Вы поняли, да? И вот этот момент просто доработать уже подгоном структуры. То есть в идеале все дреды получать из одного объекта. Вот, то есть сейчас же в этом же хере я просто делаю hair from mesh strips. То есть смотрите, вот Natrix, hair from mesh strips. Здесь делаю сколько там точек, 100 волосков, points 70 пойдет. Вот. Копируйте данные. Ну, это так по-быстрому я показываю. И эти волоски я просто... Ну да, для них фриз надо добавить еще. Фриз только с этого скопировать, да. Вот. И этот экспортировать как обычный дред. Посмотрим, что получится. Я мало волосков сделал. Но оно совпадает, как видите. То есть давайте сейчас я сделаю больше волосков. Тысяча. По-моему, было достаточно. Я уже не помню, сколько я делал. Ну вот, да, типа того что-то. Только здесь структуру потом менять. Будет оно совпадать. Какое-то такое вот решение. То есть потом проредить это все. Сделать масочку. Такой подход в создании дредов с учетом Unreal ограничений. То есть что я имею в виду под масочкой? Вы просто в самом хере. То есть вот сейчас хер. Скрою этот объект. Стоп. Вот у вас есть хер, да? И здесь, если делать для viewport, сейчас я поставлю. Так, у нас есть такой объект. И его просто редактируем уже. Поняли, да? Там ground strengths. Типа так. Только не так сильно. Там аккуратнее разбивать их. Вот, потом ground strengths. По-моему, так можно было перетаскивать. Да, вот. Touch roots. Вот, приоттачили. Что у нас тут с фризом? Ну вот, все совпадает теперь. И здесь более аккуратно. Ну это так, по-быстрому показываю. Файл, теперь файл export selection. Смотрим, что у нас в Unreal получилось. Уже лучше, видите, более реалистично. Ну, не так структурно. Единственный момент, да, вот эти вот стыки. Там надо подгонять прям будет. Потому что ground strength он немножко смещается. Можно это выравнивать, опять же, смотрите. Проверять здесь. Смотрите, вот мы видим, что мы просто берем после ground strength, назначаем edit guides, выбираем этот объект и его комбом с интерполяцией strength и local аккуратно подравниваем. То есть, чтобы не было смещений, чуть-чуть расчесываем так, как хотелось бы. Вот. Ну, примерно, да. То есть, чтобы какие-то вот эти нюансы не были видны. Опять же, вот и что-то не так расчесал.
То есть ручная работа все равно будет. И вот в симуляции не ясно, как это вот, да, вот эти моменты решать. Вот, подровняли. Не факт, что сейчас я идеально подровнял, но все равно показал примерно, что делать. Так. Вот, уже лучше, да? Какие-то вот такие вот нюансы, такой вот дредик. То есть ничего не ограничивается, при этом дред у нас выглядит примерно более-менее. Потом поработать с корнем еще, там, подорабатывать, выделять, и структура будет как надо. Такая вот хитрость обхода ограничения точек. Или сделаем, если вам интересно, в следующем видео я скорее всего буду еще рассказывать об этом проекте, когда сам буду делать это. То есть этот проект. То есть прям брать и дорабатывать с учетом ограничений. Может еще что-то в голову придет. Потому что там расчесывание. То есть вот эту структуру потом еще нужно будет. У меня же там детальки. Да, всякие вот эти. Это скорее всего под статик, потому что mesh. Ну вот у меня есть детали там какие-то, они зажимают, естественно, дред. То есть нужно в ChangeVis это неудобно делать. То есть нужно будет чистить моменты некоторые. Вот, подгонять. Очень много нюансов. Я, скорее всего, буду записывать процесс создания, поэтому все эти нюансы будут видны. Как-то так. На этом все. Благодарю за просмотр. Надеюсь, ответил на вопрос. Ну, если есть еще вопросы, задавайте. Будем разбираться, вместе решать. Всем мира, позитива. И не забывайте смотреть ролики, которые сейчас появятся. То есть дополнительные видео. С вас лайк, подписка. Peace. Ребята, если вы ищете крутые референсы 3D причесок, советую сайт 3d.sk. На сайте две категории: Groom 3D Scans и Groom Photos. Сканов маловато, но зато фотографий волос хватает, чтобы уже начать работу над прической для твоего персонажа.